Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как искусственный интеллект стал невероятно полезным инструментом для меня как иллюстратора. Меня зовут Марина, и я уже больше 12 лет занимаюсь дизайном и иллюстрацией, а еще создаю и продаю товары со своими иллюстрациями по всему миру. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я работаю над своими товарами и при чем тут искусственный интеллект. Какие инструменты и программы я использую для работы с искусственным интеллектом. В моей работе я часто прибегаю к таким программам, как ChatGPT. Он помогает мне работать с текстами и генерировать описания, теги, а иногда и вовсе генерировать идеи. А еще Midjourney и его аналоги, такие как Ideogram. Эти инструменты обладают удивительными возможностями для генерации идей, форм, текстур, которые могут стать основой для моих иллюстраций. А теперь перейдем к самому интересному – процессу создания иллюстраций с помощью искусственного интеллекта. Я покажу вам некоторые шаги и расскажу, как искусственный интеллект помогает мне придумывать уникальные идеи, находить выигрышные композиции и классные цветовые сочетания. Вот несколько примеров моих работ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Важно понимать, я их рисовала самостоятельно. И это для меня принципиальный момент. Я люблю рисовать, и мне хочется вкладывать мой стиль и мое видение в каждую из работ. Однако что-то из этого мне помог сделать искусственный интеллект. И сейчас я покажу вам, что и как. Ресерч. Конечно, ресерч – это один из самых сложных этапов в работе над иллюстрацией. И, к сожалению, искусственный интеллект пока не в силах нам помочь с тем, чтобы найти трендовую идею, которая сможет выстрелить. Но что он точно может нам помочь сделать, это решить проблему чистого листа. Например, если вы уже примерно понимаете, что вы хотите нарисовать, ChatGPT может помочь вам нагенерировать идеи для сцены, например. Когда мы определились с тем, что хотим рисовать, можно переходить в другой искусственный интеллект. Сегодня я буду использовать Ideogram. Мне нравится, что он бесплатный, по крайней мере пока, и работает относительно быстро. Сейчас нам нужен будет промпт. Кстати, если вы не умеете их писать, можно попросить это сделать все тот же ChatGPT. Ideogram я использую для создания референсов к дальнейшей работе. И здесь важно сказать про этическую сторону. Я не продаю картинки, которые нарисовал искусственный интеллект, и считаю это нечестным и даже скучным занятием. Но мне нравится, что благодаря ИИ я могу выбрать классную композицию и найти подходящие референсы в считанные минуты. Не секрет, что художники используют референсы в своей работе. И если работая с чужими иллюстрациями, мы всегда должны искать баланс между вдохновением и срисовыванием, то при работе с искусственным интеллектом дела обстоят немного проще. Технически сгенерированная вами картинка, как интеллектуальная собственность, принадлежит вам. Поэтому даже если вы ее просто обведете, придраться здесь будет не к чему. Но, конечно, тут уже степень допустимости каждый определяет для себя сам. Мне нравится использовать искусственный интеллект как компаньона. В духе «нарисуй мне розового тигра, который смотрит вниз», например. А потом еще 50 таких тигров. И из них я выбираю те картинки, которые больше похожи на мое представление о том, что я планировала нарисовать. А дальше использую их как референсы. Могу что-то подсмотреть в одном месте, что-то в другом, интерпретировать по-своему, добавить свои фишки и свою цветовую схему. Как по мне, такой подход получается даже безопаснее для художника с точки зрения плагиата. Вы можете быть уверены в том, что вдохновляетесь несуществующим артом и ничей труд случайно не скопируете. Ну а дальше начинается творчество. И это то, что я не готова делегировать никакому искусственному интеллекту. Конкретно сегодня я буду рисовать в программе Procreate на iPad. Но можно использовать любой другой софт. Если вам интересно, как именно я рисую, я думаю, еще не одно видео снять на эту тему, поэтому подписывайтесь на этот канал, если вам интересно. Сегодня цель видео немного другая. В общем, вот результат. Как видите, он не так уж и похож на то, что сгенерировал ИИ. У меня получился уникальный постер в моем стиле, все как и планировалось. На заключительном этапе я поделюсь несколькими советами и рекомендациями о том, как каждый из вас может начать использовать искусственный интеллект в своем искусстве. Помните, что ИИ – это инструмент, и ваше творчество всегда остается уникальным. И к этому стоит именно так относиться. Мы можем переживать, что ИИ нас всех заменит, а можем уже сегодня придумывать, как использовать его в своей работе и какие части работы вы готовы ему делегировать. Искусственный интеллект открывает перед нами удивительные новые возможности. Будьте творческими, экспериментируйте и не бойтесь использовать новые технологии. Спасибо вам за просмотр и до скорой встречи!